Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля, и если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, наконец-то сегодня 16 ноября я приехала на плотник Щарка и буду принимать участие в ловле форели прудовой на одном из прудов, который находится на его территории. Здесь будет порядка 80 участников из России, Украины и Беларуси. Форель лучше все-таки берет на резину, поэтому будем ловить именно на нее. Учитывая то, что у нас на соревнованиях это не запрещено, значит мы будем ловить именно на нее. Любое соревнование начинается с регистрации и жеребьевки. Ну что, через минуту уже начало, наверное? Наверное, через минуту. Блин, у меня прям колотится сердце, стрёмно. Все шло как по накатанной. Что не заброс, то поклевка и рыба. Из-за волнения и адреналина снасти то и дело путались. Все засошло. 3-3? 5-2. А на выход? Юленька, тебя болеем? К сожалению, я не смогла опередить соперника в первом туре, а на противоположной стороне водоема мне совсем не везло.
Из 80 зарегистрированных участников на соревновании присутствовал 71 спортсмен, из которых 4 были девушки. Просто оно всегда хуже работало. Для меня так? А мне там больше нравится. Ну или такие. Я там так по попадал. 15, по 17 ловил первых. Если так попадал, пойдем я не буду. Мы все думаем, что там так мало клюет? Конечно, Просто они чуть-чуть. да. Так к концу турнира я наконец-таки стала разбираться, что к чему, и смогла наравне с другими участниками бороться за победу. Четыре, три, два, один, старт! У Юли есть секретное оружие, корочка хлеба. Она сейчас разозлится и ее повесит. Это дохляка большая. Это я уже жабра достал у меня. То и дело я начинала лидировать, но потом снова проигрывала. К концу турнира у меня была одна ничья и даже один выигрыш.
Весь турнир лучше всего работала приманка белого цвета, однако в результате обрывов она у меня закончилась. Я решила применить приманку желтого цвета, которая мне принесла победу в последнем этапе. Осталось 5 минут. Я первый раз выиграла. Хоть в конце отыграла. Один проигрыш, остальные выигрыш. Но я вот с этой стороны, у меня все время... У меня сходов было. Если вот сейчас один единственный проигрыш у меня был, это у меня было 5 ходов. С разницей одну рыбу я проиграл, а у меня было 5 или 6 ходов, вот уже пум-пум-пум идет, отвалилось. Пум-пум-пум идет, отвалилось. Я прям уже там, я вроде такой спокойный парень, но, блин, тут я уже психовал. Ну что, друзья, в начале я думала, что все будет очень хорошо. Сперва даже у некоторых соперников у меня получалось опережать их по счету, но потом по какой-то причине. А где мы будем кушать? Здесь или там? Здесь уже после. Я поняла. Сперва я думала, что я смогу опередить своих соперников, потому что у многих я сначала лидировала по счету, но потом у меня какой-то сбой шел, и я начинала проигрывать. Соперники меня опережали. По результатам у меня много проигрышей, 1 ничья и 1 победа в самом конце. Я более-менее поняла, что нужно делать. Получается, что с одной стороны водоема было нормально, но ни за что не цеплялась, со второй стороны водоема постоянно цеплялась, цеплялись приманки, обрывались. И я очень много времени тратила на то, чтобы переоснащаться. Вот, и не получалось ловить рыбу, а приманку необходимо было опускать именно на дно. Именно тогда рыба клевала, и именно тогда был какой-то результат. Но я очень рада, что я хоть одну победу одержала. Я очень рада, что в некоторых случаях я даже боролась вот наравне с рыболовами, спортсменами. Это для меня новый опыт. Я не спортсмен, форелятник. Вот. 2-й раз в жизни принимаю участие. Вообще форель не ловлю, не тренируюсь. И у меня вот так вот что-то получилось. Водоем очень хорошо зарыбленный. Вот. И сейчас мы идем все кушать. Ну что, друзья, наконец-таки уже закончились соревнования. По итогам за 3-е, 4-е место боролись российские спортсмены. За 1-е и 2-е место боролись украинские спортсмены. В общем-то, из Беларуси, к сожалению, никто в финал не прошел. Вот так вот. Ну, все равно прикольно. Было интересно посмотреть, кто как ловит, кто на что ловит, кто чем пользуется. Проводки какие-то для себя узнать интересные. Вот, потому что я посмотрела, что я делаю не так, я делаю немножко по-другому. Так вот, сейчас будет награждение. В общем, в финале всего мероприятия. Как обычно, поздравляю победителей, а вас, друзья, благодарю за то, что продолжаете смотреть мой канал. Обязательно на него подписывайтесь, кто не подписан, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!